Возвращение в 9 век, тотальная репрессия, публичное обезглавливание, избиение камнями до смерти, сексуальное рабство для женщин и полное отсутствие прав. Вот что означает приход Талибана к власти в Афганистане. Представители властей бегут со страны, фотографии президента на стенах уже поменяли на белый флаг талибов, а тех, кто посмел выйти на улицу со старым флагом Афганистана, просто расстреливали вместе с толпой. Люди в ужасе укрываются в своих домах. По всему Кабулу слышно выстрелы автоматов. Школы, клиники, магазины закрываются по всей стране. Стены магазинов женской одежды талибы уж закрашивают белой краской, а женщины, которые носят обычную для нас одежду, рискуют своей жизнью. Не успел пройти и день с момента прихода Талибана к власти, как на улице была убита женщина, убита за то, что она носила слишком откровенную одежду. Афганцы, которые помогали американской армии на протяжении войны, были по сути брошены. Что их ждет, если они останутся? Невыносимые пытки и верная смерть. Афганцы пытаются всеми силами и способами проникнуть в аэропорт. Талибы установили блокпосты по всему Кабулу и просто отстреливают людей, которые хотят сбежать. Спасаясь бегством, люди перелезают через ограждения, выбегают на взлетную полосу и просто штурмуют стоящие самолеты. Все это выглядит как сцена из апокалиптического фильма. Матери просто передают своих детей над головами толпы, чтобы их переправили через ограждения, люди залезают на трап со всех сторон, пытаются проникнуть внутрь, некоторые люди срываются и падают с перил на землю. За отправляющимися самолетами по взлетной полосе бежит толпа людей. Отчаянные, всеми способами пытаясь спастись от верной смерти, цепляются за крылья и шасси взлетающего самолета. Многие срываются и разбиваются насмерть. Некоторых находят мертвыми в шасси уже после приземления. Иногда с самолета можно увидеть человека, держащегося за внешние части. Вы знаете, насколько нужно быть отчаянным, чтобы продолжать держаться за самолет, который уже находится тысячи метров над землей, выше облаков, при том, что воздух разряжен, за бортом минус 60 градусов Цельсия и ветер дует со скоростью 800 км в час. Для этого нужно быть полностью отчаянным. Для этого нужно знать, что твоя альтернатива – это не просто смерть, но и мучительные пытки перед неизбежным финалом. Девушки плачут и умоляют американских военных спасти их, потому что они знают, что их ждет. Эффективно их ждет сексуальное рабство. Если тебе уже есть 13-14 лет, то тебя изнасилуют. Либо сначала выдадут за кого-то и потом изнасилуют. Вот как это работало с 1996 по 2001 год, когда страной управляли талибы. Вот как это будет работать сейчас. И для тех, кто все еще хочет сказать, что они просто возвращаются к тому образу жизни, который они сами выбрали, что они просто возвращаются к тому, что для них привычно, помните, Америка вела войска в Афганистан ровно 20 лет назад, в 2001 году. Это означает, что девушки, которым меньше 21 года, никогда не жили при талибах. Девушки, которым меньше 25-26 лет, просто не могут помнить жизнь при талибах. За последние 2 десятилетия миллионы афганских женщин и девочек получили образование. Уже в 2006 году 50% девочек пошли в первый класс. Девушки учились в университетах в Кабуле, которые поддерживали партнерские отношения со Стэнфордом, Калифорнийским университетом и Небрасским университетом. Но сейчас их будущее находится под угрозой. Талибы уже отправили всех девочек со школы домой, чтобы убедиться, что женщины больше никогда не будут держать в руках книжку. Талибы снова заберут у женщин право учиться и работать. Так что идея того, что новая власть одобряется народом Афганистана, это просто безумие. И для тех, кто хочет сказать, так почему же они сами не идут отвоевывать свою свободу? Они отвоевывали. Американская армия служила простой поддержкой. За последние 7 лет американская армия потеряла около 100 бойцов. За этот же период афганская армия потеряла 55 тысяч бойцов. С 2014 года американские войска не принимали активных боевых действий. По факту, за последние 18 месяцев американская армия не потеряла ни одного бойца. Так что воевали афганцы, и сказать, что они не боролись за свою свободу, это просто несправедливо. Проблема в том, что афганская армия была полностью зависима от американской. Их тренировали тесно взаимодействовать с американскими войсками. Они могли вызывать авиаудары, чтобы очистить территорию и подобрать раненых. Они удерживали больше 200 баз в труднодоступных местах, запасы которых могут быть пополнены только с помощью воздушного транспорта. Поэтому для афганской армии вывод американских войск равносилен подрыву фундамента. Выходит, что научив их бегать, они отрезали им ноги. Что хуже, воздушная техника была очень зависима от технического обслуживания иностранными подрядчиками, услугами которых американская администрация почему-то не разрешила афганцам пользоваться. В итоге, чтобы починить вертолеты, афганцы были вынуждены звонить американским экспертам по Zoom, показывая на камеру двигатель Apache, чтобы узнать, как его починить. Афганская армия просто не могла нормально функционировать, поэтому Талибан захватил страну настолько быстро.
По изначальным прогнозам, после того, как Америка начала процесс вывода войск из Афганистана, Талибану должно было потребоваться от 30 до 90 дней, однако в реальности у них на это ушло от 30 до 90 часов. Из-за того, что это произошло настолько быстро, в совокупности с тем, что Джо Байден решил сначала вывести войска, а потом гражданских, Талибан успел дорваться и до американцев. Людей с посольства пришлось эвакуировать на вертолете, чтобы талибы не успели его взять штурмом и перерезать всем глотки. Байдену потребовалось отправить в подмогу в Афганистан 5000 боевиков. Знаете, что смешно? До вывода войск в Афганистане находилось примерно 3000 американских военных. Они вывели 2000, начались проблемы, им пришлось отправить обратно 5. Талибы захватили все настолько быстро, что американцы даже не успели забрать свою технику. Министерство обороны США потратило больше 830 миллиардов долларов на снабжение армии техникой и оборудованием. Талибы теперь ходят в американской форме, имеют в распоряжении вертолеты Apache, дроны, бронированные внедорожники Humvee с защитой от мин и дронов и кучу автоматов М16 и другой экипировки. То, что надо для террористических групп, которые реорганизуются в Афганистане под прикрытием талибов. Некоторые говорят, мол, это простые пастухи с автоматами, эта техника им ничем не поможет. К сожалению, над Кабулом уже летают американские вертолеты, которые они используют для эффектной публичной казни. Они привязывают один конец веревки к вертолету, а второй конец наматывают на шею жертвы, пролетая над всем Кабулом, чтобы показать жителям, что случается с теми, кто идет против Талибана. Тем временем посольство США выступило с заявлением, что оно осуждает действия Талибана и призывает освободить всех задержанных афганских чиновников и вступить в мирные переговоры. В принципе, может они такие злые, потому что их никто никогда не соизволил просто взять и попросить. Звучит смешно? Американские переговорщики также настоятельно попросили Талибан не сжигать американское посольство, если не хотят получать в будущем гуманитарную помощь. С каких это пор стало принято выписывать чеки и высылать гуманитарную помощь людям, которые вырезают всех твоих союзников? Государственный департамент США опубликовал пост в Твиттере, где они сказали: «Убедитесь, что вы правильно заполнили документы на получение визы». Они потом удалили этот пост, когда осознали, насколько он тупой. С нехорошей стороны также отметились и некоторые коммерческие авиалинии. Афганцы плакали и умоляли пропустить их на борт самолета, но им отказывали из-за того, что у них нет ковид-теста. Хорошо, хоть американские военные брали с собой афганцев и, несмотря на бешеный перегруз, все равно никого не высаживая, решали взлетать. Почему Джо Байден решил вывести войска из Афганистана? Он объяснил это тем, что никакой перспективы привития демократии в Афганистане нет, поэтому продолжать эту бесконечную войну означает терять американские жизни и миллиарды долларов впустую. Во-первых, за последние 18 месяцев не погиб ни один американский военный. Во-вторых, для поддержания стабильности им хватало всего лишь 3000 военных. В-третьих, это всего лишь одна из больше 100 американских баз по всему миру, это лишь малая часть их затрат. И в-четвертых, построение демократии никогда не было их целью в первую очередь. Вам напомнить, что послужило причиной ввода войск в Афганистан? 11 сентября 2001 года в Америке произошел теракт. В этот день погибло 3000 человек. Талибан отказался выдавать Усаму бен Ладена, из-за чего были введены войска. Цель была двойная – уничтожить тех, кто совершил теракт, и предотвратить совершение подобных терактов в будущем. Вот почему американские войска продолжали присутствовать в Афганистане, чтобы не дать террористическим группировкам разрастись, стать сильнее и построить базы для совершения новых терактов. По всей видимости, именно поэтому к 20-летнему юбилею 3000 американских смертей Джо Байден решил вывести последние 3000 военных, отдать страну в руки тем, кто прикрывал ответственных за эти смерти, и отдать самую продвинутую военную технику людям, которые попытаются совершить это снова. Очень спорный символизм, но Джо Байден настоял на том, чтобы к этой дате в Афганистане не осталось ни одного военного. Все его советники, все его генералы говорили ему, что это плохая идея, потому что военных выводят в последнюю очередь, и чтобы сделать это правильным образом, потребуется больше времени, но он все равно решил поступить по-своему. Итог. Афганистан снова станет террористической базой, тюрьму уже открыли, лидеров Аль-Каиды приветствуют в Кабуле, сотни миллиардов долларов потрачены впустую, десятки тысяч американских военных погибли впустую, сотни тысяч афганцев погибли впустую. Больше 100 000 человек будут вырезаны за то, что они или кто-то из их семьи кооперировал с американскими войсками. Женщинам снова грозит сексуальное рабство, и 39 миллионов живущих в Афганистане людей ждет жизнь под жесточайшим правлением Талибана. Все это станет частью наследия Джо Байдена.